В Германии правительство решило вспомнить старые разногласия с Россией, а в Бундесвере на полном серьезе обсуждают возможную атаку на российскую территорию. Согласится ли немецкое государство на подобный шаг и какова вероятность прямого вмешательства Германии в войну в Украине? В эфире канал Махамди, и разбираться во всем мы будем прямо сейчас. Итак, эта новость начинается с того, что Фридрих Мерц, главный оппозиционер Германии и кандидат в канцлеры, предложил нынешнему канцлеру Германии Олафу Шольцу выдвинуть ультиматум президенту России Владимиру Путину, используя ракеты «Таурус». С таким заявлением он выступил в Бундестаге неделю назад, где Шольц представлял правительственную позицию перед саммитом ЕС в Брюсселе. Мерц подчеркнул, что с российским президентом, по его мнению, дипломатические переговоры не имеют смысла, так как они лишь способствуют новым преступлениям со стороны России. Как доказательство своим словам, он напомнил о недавнем визите премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву, после которого произошла катастрофа в детской больнице Ахмаддет в городе Киев на территории Украины. Про Ахмаддет, кстати, на моем канале есть видео, где я подробно описываю возможные версии этой катастрофы. Но пока вернемся к теме этого видео. Далее Фридрих Мерц сказал, вот прямая цитата: «Так дальше продолжаться не может. Если Путин этого не принимает, тогда должен следовать следующий шаг, и ему надо сказать, если он в течение 24 часов не прекратит бомбить гражданское население в Украине, тогда Германия должна отправить ракеты «Таурус», чтобы уничтожить пути снабжения, которые Россия использует, чтобы навредить гражданскому населению Украины». Конец цитаты. Оппозиционер также обвинил нынешнего канцлера Германии Шольца в том, что тот несет ответственность за ограниченные возможности Украины в борьбе с Россией, напомнив о том, что несколько месяцев назад Германия фактически прекратила поддерживать Украину. Мерц предложил канцлеру обсудить ультиматум для Путина на саммите с европейскими лидерами и подготовиться к решительным военным действиям. Что это значит? Дело в том, что слова Мерца – это резкие заявления, которые могут остаться частью его предвыборной кампании. Однако не исключено, что эти заявления могут быть воплощены в жизнь, так как за спиной Фридриха Мерца могут стоять влиятельные личности, которым интересно продлевать войну в Украине. Отражают ли слова Мерца реальное настроение в немецком обществе? Ну, тут сложно сказать или дать какой-то конкретный ответ, так как с одной стороны немцам нет дела до Украины ввиду упадка собственной промышленности, но с другой свежая социология показывает, что если выборы происходили в Германии в ближайшее время, то как раз блок Мерца показывал бы хорошие результаты и мог бы быть серьезным претендентом на победу. Оно и понятно, ведь канцлер Шольц мало кого устраивает в Германии. Именно поэтому у Фридриха Мерца есть за спиной ощущение некого ускорения и некого мандата на критику или альтернативную повестку. В Германии его сейчас везде цитируют как ключевого оппонента. Лично я считаю, что у немцев вызвали настолько сильную неприязнь к текущему правительству, что они готовы выбрать кого угодно, кроме Олафа Шольца. Но мы смотрим на хорошие результаты у Фридриха Мерца только в контексте западных опросов, которым важно возвысить данного человека, ибо он же их ставленник. Если же мы начнем говорить о федеральных землях, где не так давно проходили выборы, то там есть и другая повестка, которая может тоже набирать обороты. Это ультраправая повестка, как ее называют, и она выступает за противоположные Фридриху Мерцу взгляды. Соответственно, всем надо конкурировать. И вот поэтому Мерц и выглядит более решительным. Предшественник Мерца проиграл Шольцу именно потому, что выглядел недостаточно уверенно, и потому Мерц не собирается повторять его ошибок. Насколько Мерц способен повлиять на действующего канцлера и реализуема ли его атака на территорию России? В целом, если Германия передаст свои ракеты Украине, то их кому-то нужно наводить. Если данное вооружение попадет в руки украинской армии, то украинцы не будут церемониться с тем, как использовать немецкие ракеты, результатом чего может стать определенное количество жертв среди российского мирного населения. И ответственность за их смерти будет нести именно правительство Германии. Также ракеты, которые просит Украина, довольно высокотехнологичные, и их траектория может корректироваться со спутников. Скорее всего, если Германия пойдет на уступки Украине, то запускать ракеты в сторону России будут именно немецкие военные специалисты. А это не что иное, как атака Германии и территории России. Такие события уже происходили с американскими и британскими ракетами, и последствием одной из таких атак стало уничтожение российского самолета, который перевозил украинских военнопленных для обмена. Германия прекрасно понимает последствия данного решения, и в отличие от Британии и США, находится ближе всех к России, и потому запросто может ответить за свои действия, если российское государство этого захочет. Однако, несмотря на то, что позиция людей, таких как Фридрих Мерц, остается популярной в немецком обществе, Германия все равно не хочет противостоять России, по крайней мере сейчас. Ведь армия Германии не готова к военному конфликту в ближайшее время.
время, так как долгое время она опиралась на поддержку американской армии. Военный потенциал в Германии только недавно начал наращиваться, и не исключено, что на укрепление этой страны уйдет несколько лет, после чего можно уже открыто говорить о противостоянии с Россией. Также огромную роль в немецком обществе играют такие партии, как Альтернатива для Германии или Союз Сары Вагенкнехт, которые не желают поддерживать Украину априори и хотят больше сосредоточиться на внутренних проблемах страны. Об экономической рецессии Германии не говорил только ленивый, но немецкое правительство Шольца, благодаря отказу от российских энергоресурсов, а также от китайских рынков сбыта, по сути помогло эту рецессию усугубить. Потому я считаю, что Германия, несмотря на заявление Фридриха Мерца, хочет максимально уберечь себя от возможного противостояния с Россией и будет пытаться противостоять России максимум на экономическом уровне. На худой конец Германия может провести укрепление своего арсенала, чтобы заставить Россию сильнее вкладываться в армию. К прямому же противостоянию или вступлению Германии в войну на стороне Украины дело вряд ли дойдет. Но несмотря на это, я хочу спросить твое мнение по этому поводу. Как считаешь, сможет ли Фридрих Мерц стать будущим канцлером Германии? И действительно ли он даст военную поддержку для Украины? Напиши свое мнение в комментариях. Спасибо, что досмотрел до конца, и до новых встреч!